Вы когда-нибудь пытались услышать свой внутренний голос? Задавали себе вопрос, чтобы получить ответ, и обнаруживали, что внутри вас не один, а много голосов, и их не просто много, но они еще и говорят вам разное. Когда человек впервые сталкивается со своим внутренним многообразием, ему кажется, что с ним что-то не так. Как я могу одновременно хотеть и не хотеть чего-то? Что это? Расщепление, безумие, какой-то доктор Джекил и мистер Хайд? На самом деле в этом нет патологии, просто ваш внутренний мир более многообразен и сложен, чем вы, возможно, предполагали. Предположим, ваш хороший друг в очередной раз одалживает у вас деньги. И вроде бы сумма небольшая, и вы соглашаетесь ее одолжить, но что-то внутри вас с этой ситуацией не согласно. Вы начинаете избегать своего друга, не поднимать трубки и почему-то злитесь на него. Давайте разберем эту ситуацию с точки зрения психотерапии. Сегодня мы будем использовать методику немецкого профессора психологии, специалиста по коммуникациям Фридемана фон Туна. Внутри нас могут быть части, которые на одну и ту же ситуацию реагируют по-разному. У каждой из этих частей есть своя правда, и правды эти нередко конфликтуют. Рассмотрим нашу ситуацию. Часть номер 1 говорит: хорошие друзья всегда помогают, отказывать неудобно. Если откажу, мой друг во мне разочаруется. Часть номер 2 говорит: я работаю каждый день, откладываю деньги на черный день, а мой друг бросает деньги на ветер, чтобы второй раз поехать отдыхать в этом году. Для простоты мы взяли ситуацию, в которой задействованы только две субличности. На самом деле их может быть значительно больше. Какие-то из них могут быть солидарны, образовывать пары, а какие-то совершать настоящий саботаж. Как, например, всем нам знакомая ситуация, когда мы записываемся в спортзал и месяц ходим туда очень бодро, а потом вдруг резко перестаем. Это, как говорил апостол Павел: «Не добро я творю, которое хочу творить, но зло, которого творить не хочу». Это как раз ситуация, которая показывает наличие внутреннего конфликта. Вернемся к нашей ситуации. Мы определили участников внутренней команды, чьи интересы конфликтуют и создают неприятную ситуацию. И теперь нам нужно перейти к следующему действию. Нужно определить, какое послание несет каждый член внутренней команды. Я помогаю людям. Эту часть мы можем назвать отзывчивая. Я работаю каждый день. Часть номер 2 мы можем назвать дисциплинированная. Можно, кстати, подбирать имена своим частям, используя фокусинг. Название должно наиболее точно выражать свойства этой части. Как правило, имена, которые мы находим, оказываются очень характерными. Строгая учительница, напуганный ребенок, зануда, хулиган. Чем больше внимания вы уделяете своим внутренним частям, тем красочнее они для вас оживают. Мы обнаружили и назвали части, которые участвуют во внутреннем конфликте. Теперь мы по очереди обращаемся к каждой части и спрашиваем ее: что ты можешь мне сказать, какова твоя правда в этой ситуации? Некоторые психотерапевты используют для этого пустые стулья. Клиент пересаживается на другой стул, чтобы говорить из другой своей части. Старайтесь говорить в форме «я» высказываний: «я хочу», «я чувствую» и так далее. Наши внутренние части редко бывают абсолютно изолированы друг от друга. Как правило, они находятся друг с другом в каких-то отношениях, они как-то относятся друг к другу. Например, в случае, который мы сегодня разбираем, отзывчивая часть может относиться отрицательно к дисциплинированной. Она может бояться, что если та часть вторгнется в ее социальную жизнь, то все ее связи просто придут к полному краху. Она поссорится со всеми своими друзьями. Правда этой отзывчивой части звучит так: чтобы меня любили, я должна всегда помогать. Таким образом, внутри вашей внутренней команды все как в обычном коллективе. Кто-то с кем-то конкурирует, кто-то кого-то хочет подавить и так далее. Поэтому вам, как руководителю своего внутреннего маленького государства, нужно рассмотреть потребности каждой из частей, и отнестись серьезно к тому, что они хотят вам сказать. Постарайтесь разрешить их конфликт и научить эти внутренние субличности сотрудничать друг с другом для общего блага. А это общее благо и есть вы, ваш успех, ваше благосостояние, ваше хорошее самочувствие.
Внутренние конфликты отнимают у нас колоссальное количество психической и физической энергии. А в случае, когда мы не принимаем в себе какие-то свои части и подавляем их годами, они всплывают на поверхность в виде телесных или психологических симптомов. Лучше всего мы слышим голос своего суперэго. Это часть, которая состоит из социальных представлений о том, что правильно и что неправильно. Суперэго следит за нашими чувствами и действиями и оценивает их. Если мы собираемся сделать что-то, что не соответствует его нормам, оно вызывает у нас чувство вины. Его голос нас, как правило, заглушает все остальные, поэтому мы не слышим, а иногда даже не осознаем многих аспектов своей личности. Если вы не осознаете эту свою часть, своего внутреннего обвинителя, то его влияние на вас может быть колоссальным. Именно из такого неуравновешенного, неосознанного суперэго, которое не проработано, происходит неуверенность в себе, в своей компетентности, значимости, а иногда и в самом праве на жизнь. Тяжелые депрессии с суицидальными наклонностями – это тоже работа сверхжесткого, садистического суперэго. Когда я говорила вам о том, что некоторые части отнимают у нас большую часть нашей психической и физической энергии, я как раз имела в виду суперэго. Надо сказать, что никакая психотерапия не обходится без проработки этой части. Это совершенно не значит, что ее нужно аннулировать. Часть эта важна для психического здоровья, она делает нас цивилизованными людьми, но ее необходимо проработать. То есть научиться осознавать ее влияние на вашу жизнь и пересмотреть усвоенные в детстве какие-то запреты и ограничения теперь уже с позиции взрослого человека. Посмотреть, какие из них помогают вам в жизни, а какие перестали быть конструктивными и просто мешают вам жить. Вам нужно создать свой собственный этический кодекс, который будет исходить из ваших ценностей. Очистить свое суперэго от его родительских интроектов, которые вы просто когда-то автоматически вместили, приняли в себя. Вернемся к работе с внутренней командой. Каждый член команды выражает определенный взгляд на мир, потому что каждая из этих частей видит мир по-своему. Кроме того, каждая часть стремится побудить вас к чему-то определенному. Как в нашем примере, отзывчивый считает, что друзья должны всегда помогать друг другу, а строгий человек вас любит порядок. Первая часть хочет помочь, а вторая часть совсем этого не хочет. У каждой есть своя правда. При работе с внутренней командой важно понять, к кому обращена каждая часть, с кем она находится в диалоге, к одному из членов внутренней команды или к какому-то внешнему человеку. Эти внутренние части и драмы, которые между ними разыгрываются, влияют как на нашу жизнь, так и на наши социальные связи. В нашей внутренней жизни они создают настроение, чувства, какие-то мотивации, мысли, побуждают нас к действию. А в нашей внешней жизни они очень влияют на наши коммуникации, на то, как мы общаемся с людьми. И хотя для удобства мы называем это внутренними голосами, вы, конечно же, понимаете, что они проявляются совершенно не акустически, а скорее как настроение, как какие-то чувства, желание что-то сделать. Или, к сожалению, иногда как болезнь. Болезнь возникает из-за того, что мы можем быть настолько глухи к каким-то из своих голосов, что им ничего не остается, как начать говорить в такой форме, которую мы уже не сможем игнорировать. Несмотря на свое внутреннее многообразие, мы все-таки говорим о себе «я». А это значит, что должна быть главная часть внутри нас, которая руководит всем этим внутренним плюрализмом. Мы сейчас не будем углубляться в философские исследования, чем именно является эта часть. Например, Юнг называл ее самостью. Нам важно, что в нас есть единый регулирующий центр. Нам нужно сейчас понять, какие функции должен выполнять для нас этот наш внутренний директор, наш босс, чтобы мы функционировали гармонично и без внутренних конфликтов. Итак, какими же свойствами должна обладать часть, которую мы назовем главой своей внутренней команды? Прежде всего, это самоконтроль, это умение владеть собой. Только это умение не достигается подавлением своих чувств, а как раз тем способом, о котором мы сегодня говорим, посредством менеджмента конфликтов.
Вам необходимо научиться внимательно относиться и выслушивать каждую свою часть, понять ее и таким образом помочь своим враждующим частям прийти к согласию, к какому-то решению, которое устроит все ваши части. И самое главное свойство – это способствовать развитию слабых частей. Это вообще, наверное, залог психического здоровья. Это основной, на мой взгляд, навык, который необходим каждому человеку. Умение сделать правильную расстановку в каждой ситуации, чтобы каждым конкретным делом занималась та часть, которая наиболее компетентна. Представьте себе, что внутри вас живет раненый ребенок, который пережил травму сепарации. Например, рано потерял отца. Он очень привязчив, невероятно страдает, когда распадаются его социальные привязанности. При мысли, что его бросят, этот ребенок, эта детская часть впадает в ужас. Наряду с этой частью у вас есть взрослая женщина, которая уважает себя и знает, чего она хочет. А теперь представим ситуацию, в которой эти две части могут вступить в конфликт. Например, ваш партнер стал очень плохо с вами вести, перестал вас уважать, изменяет и так далее. Ваш внутренний ребенок кричит: «Я прощу его и в этот раз, он изменится, я люблю его, я не могу без него жить». А ваша взрослая часть, ваша женственная, уже обижена на этого человека, она уже готова с ним расстаться, она злится на него. И как это обычно бывает, ребенок кричит гораздо громче. И вот тут нам нужен глава, босс, та часть, которая вмешается и скажет: «Моя детская часть слишком мала и слишком травмирована, чтобы принимать серьезные решения, от которых будет зависеть вся моя жизнь. Я трачу свое время на отношения, которые расстраивают меня и ничего не дают. Решение, что делать с этими отношениями, я передам своей взрослой женщине, которая уже давным-давно разочарована и готова расстаться со своим бойфрендом. А вот ребенок, эта детская часть, нуждается в моем внимании, в том, чтобы я поработала с ней и как-то укрепила ее». Как вы будете это делать? Пойдете ли вы с этой частью на психотерапию или найдете какие-то другие способы? Это уже ваше дело. Важно, что вы сами теперь есть у этой части. А это уже фактически ее психотерапия. Теперь ей не придется цепляться за чужих внешних людей, которые ее не любят и которые могут ее снова покинуть. Вот для этой организующей, моделирующей работы нужен глава, такой президент вашего внутреннего государства. Внутри нас живут разные части. Есть такие, которые лежат на поверхности, мы легко их осознаем. Есть такие, которые проявляют себя не сразу в ситуации, а уже потом, когда мы придем домой. Например, мы утром с кем-то поговорили, и вроде ничего не произошло, а потом вечером пришли домой, и внутри нас такой внутренний диалог, мы злимся, что-то пытаемся как-то сказать этому человеку. Есть еще теневые части, которые нам самим себе совсем не нравятся. Мы не даем им голос, потому что они нам неприятны. Как правило, это те части, которые не приветствовались родителями в процессе воспитания. Например, если ребенок рос депрессивной, такой вечно уставшей матерью, которая не могла выносить, когда ребенок становится слишком шумным, тогда эта радостная, витальная часть, часто самая творческая часть ребенка, будет подавляться и перейдет в теневую часть. Каждый раз, когда во взрослой жизни такой человек раззадорится или как-то спонтанно себя проявит, у него возникнет сильное чувство вины, исходящее из его жесткого суперэго. Если какие-то части психики подавляются, им не находится места в сознании, они живут своей теневой жизнью и периодически захватывают контроль. Как это может проявляться в нашей жизни? В виде телесных и психологических симптомов. Психосоматика, панические атаки, депрессии, бессонница и так далее. Если мы научимся относиться с принятием и интересом к своему внутреннему многообразию, мы вылечим себя от многих неврозов. Мы вернем себе колоссальное количество психической и физической энергии, которую можно будет вложить в свое развитие, в отношения, в работу, в свою жизнь. Поэтому, друзья, относитесь внимательно и уважительно к своему внутреннему миру и будьте здоровы!